Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Ашкелон, район Неве-Дкалим, Израиль. 28 мая. Эх, друзья, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, и мне хочется домой. Да, друзья, а где дом? А дом сейчас сказка. И поэтому я очень рад, что короткая поездка завершается. Завтра летим на базу. Летим в наше тихое, спокойное место, где нет вот такого движения, где нет вот таких небоскребов. Точнее, назвать, конечно, это небоскребами. Это очень красивый район, очень прекрасные дома. Мне нравится, честно сказать, в некотором роде, если бы я здесь жил, мне нравятся эти высотки. Хотя, друзья, кто-то назовет это каменными джунглями. Израиль разрастается, Израиль в постоянной стройке, здесь жизнь не останавливается, несмотря на то, что наш город Ашкелон периодически находится под обстрелами сектора Газа. Да, это вот вы видите все эти дома, и здесь летают ракетки. Здесь, когда происходят обстрелы, трассируют, особенно ночью, можно видеть вот все прилеты и все... как работает железный купол. Друзья, вот скажу вам честно, когда я сюда приехал в 90-м году, а в Ашкелон я приехал в 94-м году, здесь не было вообще ничего. Вот просто от слова ничего. Здесь вот были какие-то маленькие вот такие коттеджи одноэтажные. Сейчас здесь уже район вилл, здесь уже люди настроили вторые этажи. У кого-то еще не построены вторые этажи, как у нас. Здесь просто были цитрусовые сады, вот полностью цитрусовые сады, откуда в дома залезали змеи. Я сам видел большую змею. И как я мог представить, что через столько лет здесь вот будет вот огромный новый район. Ой, что сказать? Задается очень часто такой вопрос. Вот почему вы, израильтяне, живя, в общем-то, достаточно по всем таким рейтингам мировым, вы знаете, что есть мировой рейтинг счастья, в котором Израиль занимает очень и очень место лучше, чем Америка, лучше, чем Канада. Из чего, по каким критериям исчисляется этот рейтинг счастья, я, к счастью или к сожалению, не знаю. У каждого же свое счастье, вы понимаете. Вот кому-то интересно вот постоянно, когда много домов, много машин, когда идет постоянное движение. Здесь все полностью, ребята, освещено. Здесь никто не экономит в Израиле деньги на осветление улиц. А почему не экономят, ребят? Да потому что мы за это все платим. Платим достаточно большие налоги. В Израиле люди зарабатывают, многие, очень хорошие деньги. По сравнению даже со многими европейскими странами, в Израиле зарплаты выше, чем в Германии, выше, чем в Италии, выше, чем во Франции и во многих, выше, чем, наверное, в любой стране Европы хорошие специалисты зарабатывают. Но, друзья мои, деньги уходят. Куда уходят налоги? А налоги уходят, очень большие деньги уходят на армию. Страна обязана себя защищать. Инфраструктура замечательная, нет претензий. Но все равно, вот это уже не только я говорю, это уже не интернет говорит, это по телевизору очень часто обсуждается то, что идет отток. Люди хотят релоцироваться, потому что люди устали, друзья мои, устали от этой бешеной, постоянной, жуткой гонки за тем, чтобы оплатить вот все вот эти радости жизни, вот чтобы оплатить налоги, свет, налоги на землю, налоги на религию, налоги на армию. Очень хочется просто спокойствия, когда бешеная гонка. И сказать вам честно, вот 2,5 дня здесь я в эту гонку немножко попал, потому что нужно было делать какие-то дела.
нужно ехать по дорогам. Ну, одна из важных причин это тяжелая, быстрая, жесткая. Это очень жесткая жизнь, когда нужно с утра встать, и вы не можете не пойти на работу. Вы просто, ну, не имеете права, потому что если вы не пошли на работу, денег у вас оплатить все вот это просто не будет. А это капитализм. Нет денег, вы не будете жить в нормальных условиях. Вам не будет хватать ни на что. Здесь нельзя один день не работать. Потому что никто не платит никакой пенсии, друзья мои, по инвалидности, никакого пособия по старости. Иногда у многих людей заработанных пенсий за много лет просто не хватит, чтобы оплачивать все ваши расходы. И я думаю, что люди меня прекрасно понимают, я здесь не открыл Африку. И вот из-за этого идет, и, к сожалению, к моему большому, идет отток людей. И уже сейчас я встречаюсь и с подписчиками, разговариваю со многими даже людьми не пенсионного возраста, 35-40 лет, это абсолютно молодые люди, которые просто говорят, что Дима, невозможно, мы устали, мы очень хорошо зарабатываем. Мы платим большие налоги, мы зарабатываем много, мы много отдаем, и у нас ничего не остается. Мы не можем купить себе квартиру вот в таком доме. Давайте говорить так. Семья из 2 человек, молодая семья, где 2 специалиста, каждый из которых, предположим, зарабатывает, ну, давайте говорить, после налогов 3-4 тысячи евро, после налогов. Есть такие люди, много есть, кто зарабатывает больше. Они очень с трудом могут начать свою жизнь с такими хорошими зарплатами, покупая вот недвижимость. И это грустно. Потому что, что делать? И многие молодые специалисты, те, кто могут работать отдаленно, в хай-теке, они говорят, а может быть мы просто поедем в другую, менее цивилизованную страну. Да, мы готовы там зарабатывать меньше, чем нам платят, предположим, в Израиле, но и жизнь наша там будет дешевле. И это все просчитывается, это не то, что я придумал. Об этом много-много говорят по телевизору и радио. Поэтому вот, наверное, это тоже одна из важнейших причин какой-то релокации. Плюс политические непонятки. Плюс, естественно, фактор постоянной войны и ожидания следующей войны, следующих обстрелов. И сегодня это уже затрагивает не только южный регион, и не только Ашкелон, где сейчас я вот вам стою и снимаю это видео. Это затрагивает и центр страны, куда прилетает. Ребята, вот вы смотрите, вот если вот квартира вот в этом доме, в любом из этих новостроек в Ашкелоне стоит 4-комнатная порядка сегодня, 380 тысяч евро, да нет, даже подороже, наверное, 450 тысяч евро, 4-комнатная квартира, да, в этом новом доме, то чем ближе к центру, тем в таком же доме квартира будет стоить еще намного дороже. Это что значит? Значит, нужно еще больше зарабатывать. И налоги на землю там будут еще больше. Ладно, бог с ним, с этим. Я сегодня, ребята, я ехал 15 километров 40 минут в 4 часа дня. И это многие каждый день проделывают вот такой путь, тратя на дорогу на работу туда 1,5 часа, обратно 1,5 часа. Рабочий день 8 часов, 11 часов. Вы понимаете, многие не поймут, мои болгарские друзья, которые не живут в крупных городах, они просто не поймут, о чем идет речь. И также сейчас я тоже особо после стольких месяцев, когда я мало ездил в пробках, я тоже очень с трудом понимаю, почему 15 километров я должен ехать 45 минут, где вокруг друг другу сигналят, водители нервничают, перестраиваются из ряда в ряд, чтобы приобрести преимущество в 2 корпуса машины. Отвык, честно, отвык. И поэтому я, честно говоря, я очень люблю Израиль, но я хочу в Скалско. Я хочу покататься спокойно по Габрово, где в моменты пробок
3 машины на светофоре – это уже много. 3 машины в Габрово на светофоре – это уже много. Ну, я не говорю сейчас про крупные города, такие как Софья, Пловдив. От слова не говорю, потому что жить я там не хотел и никогда жить не буду, неважно за сколько. Вот поэтому, наверное, здесь и кроется мой ответ, почему мы на данный момент, мы живем в селе, в Болгарии, ездим в города и наслаждаемся тихим и спокойным движением, полным отсутствием каких-либо внешних нервных факторов, что надо бежать, чтобы заработать еще денег, потому что не хватит на школу детям, потому что не хватит оплатить электричество, потому что не хватит. Ну а пенсионерам израильским, я их тоже прекрасно могу понять. Люди отработали много лет в таком жестком ритме, а сейчас им просто не хватает. Я их прекрасно понимаю, потому что мне лично тоже в Израиле не хватит моей пенсии, чтобы так жить, как мы живем в Болгарии на эту пенсию. Поэтому вот в некотором роде ответ. Мы сейчас не коснулись ситуации других факторов релокации и переезда. Мы говорим про один из факторов, но который достаточно важен. Это же не то, что там нытье какое-то, скулёж и обсирание в одну сторону того места, откуда мы уехали. Нет, я восторгаюсь во многом государством Израиль. Это прекрасная страна, и все здесь делается во многом для людей. Но сложно, ребята, очень сложно стало жить. И поэтому завтра есть билет на самолет с серебристым крылом, который прилетит в Варну. Ой, не в Варну, в Софию. Друзья мои, приятный вечер. שיהיה לכם יום נעים, חברים שלי. And have a nice day, my friends. Ciao, ciao.